Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня поговорим о том, как мы можем помочь себе и нашим близким эфирными маслами в случае сухого и спастического кашля, который не дает нам спать по ночам. В данной ситуации, согласно принципам ароматерапии, мы будем применять комплексный подход, воздействуя как локально непосредственно на область дыхательных путей, так и на весь организм в целом, чтобы укрепить наши защитные силы. Сам по себе кашель– это всего лишь симптом, чаще всего возникающий на фоне лор-инфекций, например, таких как бронхит, трахеит, ларингит, простуда и так далее. Мокрый кашель является продуктивным, так как он устраняет лишние выделения из дыхательных путей. А вот сухой кашель возникает из-за раздражения трахеи, и приступы кашля, повторяясь каждый раз, вызывают большее раздражение горла, а из-за спазмов утомляются грудные мышцы. Больше всего такой кашель обостряется ночью и не позволяет нам хорошо выспаться. В этом случае для успокоения приступов сухого кашля будут очень необходимы антиспазматические эфирные масла. В качестве одного из таких масел отлично подойдет вечно зеленый кипарис Cupressus sempervirens на латыни. Не путаем его с аризонским кипарисом. И проверяйте всегда название эфирных масел на латинском языке. В этом эфирном масле вечно зеленого кипариса содержится большой процент таких замечательных молекул, как монотерпены. Присутствуют также сесквитерпены, сесквитерпенолы и другие молекулы. Благодаря такому составу это эфирное масло является отличным противокашлевым средством. Это респираторное противозастойное средство, так как оно делает кашель продуктивным и успокаивает его. Помимо этого, кипарис– хороший спазмолитик, антибактериальное и противовирусное средство, которое также контролирует воспаление бронхов. Эфирное масло вечно зеленого кипариса можно применять как вовнутрь, так и наружно. Для внутреннего применения 1 капля эфирного масла смешивается с половинкой чайной ложки меда, либо капается на кусочек хлеба или другую нейтральную постилку, или в ложечку сливок. Тщательно перемешивается и рассасывается во рту 3-4 раза в день. Я советую рассасывать под языком. Тогда эфирное масло будет сразу поступать в кровоток, обходя портальную вену, и, соответственно, печень, куда оно попадет в последнюю очередь и в минимальном количестве. В эту смесь можно также добавить 1 каплю эфирного масла равинтсары, чиномомум камфора на латыни. Это отличное противовирусное, антибактериальное, иммуностимулирующее и отхаркивающее масло, которое будет очень эффективно при простуде, гриппе, бронхите, ангине, танзелите, рините и других лор-заболеваниях. Также с эфирными маслами кипариса и равенсары с добавлением еще одного чрезвычайно полезного эфирного масла чайного дерева, на латыни малолеука, и для его смягчения римской ромашки Камомилум нобеле, мы можем сделать 15% основу на базе растительного масла жожоба или другого растительного масла, которое у вас имеется дома. Эту смесь необходимо наносить на область грудной клетки, не затрагивая сердце, и верхнюю часть спины 3-4 раза в день. Если у вас имеется аромадиффузор, можете капнуть в него по 2-3 капли данных эфирных масел и распылять по несколько минут каждый час.
Хорошо будет также добавить в такую синергию пару капель эфирных масел цитрусовых, например, таких как апельсин, бергамот, мандарин, лимон, которые не только улучшат ваше настроение, но благодаря большому содержанию в них такой молекулы, как лимонен, цитрусовые эфирные масла являются не только энхансерами, то есть они улучшают проникновение других эфирных масел в ткани, а также являются отличными растворителями слизи, то есть мокроты, хорошими антикоагулянтами, это профилактика микротромбозов, иммуностимуляторами и антиоксидантами. То есть они защищают наши митохондрии от окислительного стресса и потенцируют их работу. Единственный нюанс, эфирное масло лимона лучше включать в дневную аромадиффузию, так как оно бодрит. И если вы его добавите в аромадиффузор вечером, то будет трудно заснуть ночью. Еще такой момент, если в доме есть маленькие дети или животные, будьте внимательны и не включайте диффузор в их присутствии. И уже через день-два после регулярного такого применения эфирных масел вас порадует заметное облегчение вашего состояния. Должна сказать, что эфирные масла кипариса и равенцары достаточно мягкие и хорошо переносятся, но все же необходимо учитывать некоторые противопоказания. Данные масла не применяем детям внутрь до 6 лет. Эфирное масло равенцары можем наносить на кожу ребенку в возрасте от 2 лет в очень маленьком разведении, примерно 1–2% по показанию вашего специалиста по ароматерапии. Также не рекомендуется применять данные масла при беременности и кормлении грудью. Эфирное масло кипариса не должны применять люди с синдромом Рейно, а эфирное масло равенсары не рекомендуется людям с астмой, с сухостью роговицы, а также людям, получающим иммуносупрессивную терапию, страдающим эпилепсией и судорогами в анамнезе. Советую вам всегда обращаться за консультацией к специалисту, если вы не уверены в применении того или иного эфирного масла. При сухом кашле также полезно будет попарить ноги в тазике с горячей водой, с добавлением эфирных масел. Это поможет отхождению и разжижению мокроты, а также ее выведению из нижних дыхательных путей, где чаще всего локализуется очаг сухого кашля. Для этого в столовую ложку морской соли капаем по несколько капель эфирных масел, равенсары и чайного дерева. И добавляем в таз с горячей водой температуры примерно 37–38 градусов. Вода должна быть достаточно горячая, но комфортная для вас. Парить ножки нужно минут 15–20. Затем промокнуть полотенцем, нанести по капле эфирных масел, равенсары и чайного дерева на подошвы ног и надеть носочки. Такую процедуру лучше проводить, конечно, перед сном. Горячая водичка и эфирные масла хорошо расслабят также и нервную систему и будут способствовать более быстрому засыпанию и выздоровлению. Только будьте осторожны и не применяйте горячие ванны при высокой температуре тела, высоком давлении и если имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Очень важный момент, который я бы хотела отметить. Если вдруг вам кажется, что в целом вы хорошо себя чувствуете и переносите ОРЗ на ногах, но тем не менее сухой кашель не проходит у вас более 7 дней, вам нужно обратиться к врачу и сделать рентгенографию легких, чтобы исключить развитие такого опасного процесса, как микоплазменная пневмония в дыхательных путях. Эта инфекция в наши дни очень распространена,
Помимо того, что она очень сильно повреждает микроворсинки дыхательного эпителия слизистой оболочки бронхов, но и может дать осложнения на центральную нервную систему в виде менингитов и энцефалитов и другие. Поэтому с этим моментом будьте очень внимательны. Но и даже если у вас будет диагностирована микоплазма, в этом случае также эфирные масла будут очень эффективны и действовать комплексно как на весь организм, так и на дыхательный аппарат, даже в случае повреждения его эпителия. Эфирные масла будут хорошо его восстанавливать, чего, конечно, не сделают антибиотики. При микоплазме будут эффективны эфирные масла красных тимьянов, то есть тимьяна с хемотипом карвакрольный и тимольный. Можно их включить в аромадиффузию по 10 минут в день. Если вы страдаете гипертонией, то время диффузии надо подкорректировать под ваше состояние. Например, уменьшить до 5 минут по 2 раза в день. Далее, другой важный момент для улучшения нашего самочувствия – это питьевой режим. Стараемся пить хотя бы 5 стаканов чистой воды в день. В идеале количество выпиваемой воды должно быть 30 мл на 1 кг веса. Но при избыточном весе, например, не более 2,5 литров воды в день, чтобы не давать большую нагрузку на почки. А также очень полезно заваривать травяные чаи с облепихой, липой, мелиссой, шиповником, кипреем, чагой и другими травами и употреблять такие настои в теплом виде. Если у вас простуда и кашель, но вам все же необходимо выйти из дома, возьмите с собой ингалятор-стик с эфирными маслами, который будет удобно носить с собой в кармане или сумочке и дышать в любом месте, где бы вы ни находились. И, конечно же, не забывайте про витамины, такие как витамин D3, витамин С, лучше в липосомальной форме. Кверцетин – это природное бронхолитическое средство, также очень эффективное при воспалении легких, например. Цинк, который не только повышает противовирусный иммунитет, но и напрямую воздействует на вирусы. Омега-3 и пробиотики. Тут невозможно переоценить и пользу прополиса, который в прямом смысле дезинфицирует дыхательные пути и помогает выводить слизь. Данные микроэлементы нам, конечно, должен прописать наш лечащий врач в соответствии с нашими анализами и потребностями нашего организма. И напоследок помните, что ваш иммунитет напрямую зависит от вашего позитивного взгляда на жизнь, мотивации и хорошего настроения. Надеюсь, что это видео было полезным для вас. В таком случае не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Делитесь вашими комментариями и будьте здоровы!